Мы в Чивитовеке. Чивитовекья – это порт-город, известный как морские ворота Рима. Город был основан этрусками, а император Троян обустроил здесь гавань в начале II века. Римляне называли его Центум Целлы. В 1696 году город стал свободным портом, получив статус главного порта Рима. Мы вышли из шаттл-баса портового и сейчас идем в сторону набережной. В Чивитовеке достаточно большой порт, и есть очень много достопримечательностей, которые можно посмотреть. Позади форт Микеланджело, и он прямо рядом с портом. Форт Микеланджело был построен в 1535 году, и верхнюю башню спроектировал сам Микеланджело. Форт служил защитой для порта много лет. Ежегодно через порт Чивитовекья проходят миллионы пассажиров круизных лайнеров и паромов, следующих на Сардинию, Сицилию, Африку и другие страны. Здесь возле форта очень много сувенирных магазинчиков. Имя ты здесь свое не найдешь. Она Хотя... нашла уже А, Алиса есть, да? Можно мне купить? Не надо. Это неправильно пишется. Эта набережная в Чивитовеке мне чем-то напоминает набережную в Батуми. Тоже колесо обозрения, такое же, пальмы. Этот пляж позади меня галечный, он ближайший к порту, но сейчас красный флаг, никто не купается, и насколько я знаю, здесь дно не очень. Поэтому мы пройдем на соседний Эль Пирго. Здесь вот такая бухта, немного закрытая от ветра, но дно галечное, каменистое. Так удивительно, солнце, погода отличная, жарко, и на пляже на этом кроме нас вообще никого нет. Я не пойму почему. Наташа там болтает по телефону, пока с кем-то мы сейчас переоденемся. Здесь поверху дома квартирные. И такое интересное сооружение в виде мостика, по которому можно перейти на ту сторону, в какую-то старинную крепость. Водичку пробовала? Да, Ну и как? такая. Мы с Алисой зашли, и я скажу так, водичка приятная, теплая, но там, в море, я вам сейчас покажу, надвигается гроза. Сегодня было штормовое предупреждение, и там прям тучи такие черные, и пару раз молния сверкнула. Нырять будешь? Такой классный пустой пляжик, вообще круто очень. Алиса пошла, вернула за тапочками, потому что дно такое тяжелое для захода. Водичка обалденная, здесь такая закрытая бухта, дно немножко такое не очень удобное, но в принципе для купания с детками хорошо, потому что нет больших волн, их здесь не бывает. А еще мама с Наташей очень хотели увидеть вот эту вот статую, но мы обошли практически всю набережную, ее нигде не видно даже, поэтому мы думаем, что скорее всего ее перевезли, увезли. Ну потом в интернете поищем, что Мы спросим сейчас у местных, у итальянцев, у местных жителей, где она делась. потому что, по идее, должна была быть видно хотя бы много, но ничего нет. Что видно? Вот такие камни скользкие. Скользкий везде. Да. Гроза подходит, да, я же говорю. Вода, честно скажу, обалденная. Никто не хочет нести полотенце носить, да? Одна мама его берет, зато потом полотенце каждому нужно. Как так? Poi ti sente disturbare, tu abballi un rock and roll, tu gioca a baseball, ma il sordo è camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si navi da lì, senta a me, non c'è sta niente da fa, ok una punita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Набережная протяженная, вдоль нее идут пляжики, кафешки и рестораны. Мы только что подошли к прохожим, и я узнала у них, что эту статую, оказывается, увезли
в Америку, и ее привозят каждые 5 лет, что-то мы так и не поняли немного. Но, в общем-то, сам факт, что сейчас ее здесь нет. Да, жалко, очень красивая. Мы хотели ее увидеть, вот эту вот большую статую моряка с девушкой, да? Ее паси в Америку. Касси увезли, да? И через 5 лет вроде как должны вернуть не прям назад. через 5 лет, но типа, в общем-то. Погода портится, солнышко уже спряталось куда-то. Что там у тебя? Филики. Я их возьму на круизный лайнер, положу в воду и буду ждать, пока они до банана нарастут. Они не нарастут и не вырастут, Алис. Не получится так. Почему? Ну вот так. Мы идем по набережной, так пусто, тихо. И здесь очень много кафешек. Все работает, но людей практически нет никого. Сегодня у нас последний вечер на круизном лайнере, потому что завтра мы уже возвращаемся в Геную, забираем нашу машину с парковки и будем двигать в сторону Украины. А еще я приболела, у меня очень болит горло, всю ночь была 39 температура. Короче, мне не очень хорошо. Не знаю, как я буду ехать в дороге. Надеюсь, что ничего серьезного, что я отойду. Но у меня пропали запахи. Это капец. Я боюсь, что это не какой-то коронавирус случился. Много магнитиков с вот этой статуей, которая уехала в Штат. Очень много тарелочек с изображением Рима и Колизея, и Ватикана. Но мы туда поедем в другой раз. И не на один день. Мы вышли и гуляем по центру города. Здесь такие улочки старинные, да? Здесь мы нашли какие-то артефакты, обтянутые цепью. Наверное, те раскопки, которые здесь были, да, и то, что здесь нашли в этом месте. Алиса, туда нельзя заходить, Алиса. Выходи. Через старый город мы вышли к центральному рынку Чивитавеки. Здесь можно купить много всего: морепродукты, фрукты, овощи, что угодно. Мы попали на какую-то распродажу, все по 15 евро. Хочу себе такую кофточку. Очень удобно, все цены вверху и крупным планом. Мы не можем с Наташей выйти из рыночных рядов, да? Ну потому что начинаем все скупать. Наташа себе 2 платья купила. Я кофточку, да. О, коронавирус и здесь. Мы выходим на одну из центральных площадей Чивитавеки. Площадь называется Пьяцца Леандра. Вход на площадь проходит через такую арку, Идем. которую трудно не заметить. Но мы ее прошли мимо. Скользкие мостовые, такие булыжники. Я уже 2 раза чуть не упала. Оставь его уже. Уронила в эту дырочку, я не пойму что. Думала, что игрушка какую-то, говорит финик. Ты финик уронила? Да брось его там, ну. Брось его, говорю. Боже мой. Это кошмар. Алиса оранжевенькая такая, и домов много очень в оранжевом цвете. Нагулялись мы сегодня, дети устали, все голодные, возвращаемся. Я догнала Алису, потому что Алиса без маминой карточки не зайдет. Мы вернулись на лайнер наш. Погода такая хорошая, наладилась как раз. В небе тучи черные, а море такое бирюзового цвета. Ну что, до свидания, Чивитавекья. У нас сейчас обед, мы так проголодались, гуляли по городу. Вот, а потом идем к бассейнам. Это по факту наш последний вечер на круизном лайнере. Алиса, ты не с того, по-моему, начала обедать. Салат и супчик. Нет, с тобой начала делать. Все, наш лайнер уже отходит сейчас через 2 минуты из Чивитавеки. И мы будем возвращаться в Геную. Тебя видно в шарик, в этот фонарик. Я говорю, выходим из Чивитавеки. Даша говорит, приедем в Одессу, напьемся. Нам еще
дня в дороге быть. Это не все. Дети в восторге от чаек, а чайки от них, от того, что они их кормят. Мам, я сейчас закинула целый кусок, а там просто... Забрала у тебя, да? Да, просто держала в руке, она выхватила. Наснимала кучу этих чаек и не хочется ничего вырезать, оставлю так, как есть. Дети в восторге. Тая вообще у нас редко улыбается, но она такой человек более серьезный. А тут море счастья от кормления птиц. Это наш 3-й круиз в жизни. И вот знаете, каждый круиз, он был абсолютно разным, не похожим на следующий. Мама, иди со мной возьми. Почему не мы первые? Может, достаточно? Нет, смотри, сколько их мы собрали. Обалденно красивый закат. Алиса говорит, люди машут, да? Мы машем, да, Алиса? И они нам машут. Они фонариками машут. И все свистят. Красиво. Он такой яркий, да, этот лайнер? И большой тоже. Аида Космо. Очень много горок у них больших. Точнее, по крайней мере, эту одну мы видим. Лайнер такой с губками и глазками. Это должен был быть веганский бургер, но это какая-то котлета со шпинатом. Но главное, что это веганская. Самостоятельный ребенок. Лимонный десерт, а он на самом деле как мороженое. Аккуратно, ешь потихоньку. Детская дискотека начинается. Ты, главное, меня не прибей. Я чуть в лоб не получила. Вторая попытка. Алис, ты чуть маму не прибила, ты что? Хочу оставить это здесь, как Алиса веселится. Конечно, музыку оригинальную пришлось заменить из-за политики Ютуба. На любом круизном лайнере есть анимации и мини-клубы, которые по вечерам устраивают для детишек веселье. У Алисы всегда очень много энергии, ну такая она с детства самого. Завтра мы целые сутки проведем в дороге, да даже больше, если считать дорогу до Украины, то это 3 дня. Вот, пусть хоть здесь напрыгается. Когда Тая была маленькой и Ася, они тоже на всех детских дискотеках танцевали, но не настолько активно, как Алиса. Ура! Алиса выиграла приз за лучший танец. До Реми выводят. Он сам же ничего не видит, как ему идти. Да? Все, Доц, идем спатеньки уже, да?
Полиция перекрыла выезд из порта, никого не выпускают, ни автобусы, ни такси, ни людей, пешеходов, потому что там идут и протесты, манифесты Палестины, и, боятся терактов. Столько радости, потому что закрыта башня, я хочу внутрь пробраться. В Рим все будут ехать завтра, а Из сегодня... Чивитовеки, да. А я чего-то целый день думала про Рим, имея в виду Флоренцию. Набережная называется терраса Маскани, и это такое место, куда приходят погулять не только туристы, но и местные жители, чтобы полюбоваться красотой моря. Это я вчера взяла 2 мороженых, а сейчас я заказала одно, но он мне сразу принес сразу 2. Официант запомнил, нет, она заказала одно мороженое, а официант запомнил, что та я вчера заказывала 2, и сегодня тоже принес 2. Мы сегодня с Наташей пробуем равиоли, ассорти из равиоли с морепродуктами и овощами.